На днях один криптоинвестор поделился своей историей, как он стал миллионером буквально за 8 лет, а все благодаря тому, что он каждый день покупал биткоин на $30, из-за чего при инвестициях 86 тысяч ему удалось заработать $1 миллион. Эта стратегия называется DCA, и ее использует даже такой кит, как Майкл Сейлор и самый большой фонд в мире BlackRock, ведь несмотря на текущую коррекцию, они продолжают скупать биткоин на миллиарды долларов. Тем не менее, сейчас обстановка на рынке накаляется, ведь многие инвесторы начинают переживать по поводу будущего движения биткоина. На данный момент есть опасения, что булран закончился и начинается большая коррекция, которая приведет к сильному падению биткоина, что в свою очередь потянет на дно альты, многие из которых уже успели вырасти более чем на 50%. При этом буквально за последние пару дней на рынке было ликвидировано более $1 миллиарда. Но как же приход Трампа, новая криптополитика США, увольнение Генслера? Неужели все эти факторы не имеют никакого влияния на будущее криптовалюты? А об этом, друзья, мы и поговорим сегодня в ролике. Ведь я для вас подготовил подробный разбор рынка, в котором расскажу главные причины падения, объясню, кто именно дампит биткоин, что будет с альткоинами, вы узнаете, где находится локальное дно биткоина и лучшие уровни для покупки, мы разберем, пробьет ли биткоин 100 тысяч в ближайшие 2 недели и что об этом падении думают известные криптоаналитики. Также вас ждет много эксклюзивной метрики и разбор самой прибыльной стратегии DCA, так что обязательно смотрите видео до конца, будет очень интересно. И кстати, под прошлым роликом вы даже перевыполнили просьбу в 1500 и набрали целых 2000 лайков, за что вам огромное спасибо. А это значит, что обещанный топ лучших монет на декабрь выйдет уже в ближайшее время. Но давайте не будем сбавлять обороты и под этим роликом также наберем минимум 1500 лайков, ведь благодаря вашей поддержке мы выпускаем больше интересных роликов. За поддержку вам заранее спасибо, с вами Влад, мы начинаем. Итак, дорогие друзья, приветствую вас на канале Coin22, где сегодня мы разберем самые важные вопросы и, конечно же, узнаем, что вообще происходит на крипторынке, почему упал биткоин и что нас ждет дальше. Так вот, давайте обо всем по порядку. На ранних торгах во вторник биткоин упал ниже 95 тысяч, после чего направился к поддержке на уровне $90 тысяч. Об этом сразу сообщили редакторы нашего телеграм-канала, ведь они выложили большой пост, где были написаны главные причины падения рынка, после чего на протяжении всего дня держали вас в курсе всех событий. Наш телеграм — это то место, где вся актуальная информация по криптовалюте, на которой вы можете зарабатывать, публикуется раньше всех. Поэтому, если вы еще не подписаны, рекомендую подписаться прямо сейчас, чтобы ничего не пропускать. Что касается причин падения в начале этой недели, на самом деле их несколько. Данные CryptoQuant показывают, что недавний откат цены был связан с ликвидациями сделок на фьючерсном рынке и фиксацией прибыли со стороны инвесторов. Цена биткоина столкнулась с откатом после того, как в прошлую пятницу она не смогла пробить уровень 100 тысяч и упала более чем на 6%. Эта коррекция спровоцировала волну ликвидации на крипторынке, которые превысили $1 миллиард за последние пару дней, из которых почти 200 миллионов пришлось именно на биткоин. Если посмотреть на график от CryptoQuant, то мы получим более точную картину происходящего. Этот откат произошел из-за перегрева кредитного плеча, поскольку открытый интерес и предполагаемое кредитное плечо достигли годовых максимальных уровней. Имеется в виду, что многие трейдеры использовали большие кредитные плечи, выше 50 и 100, из-за чего падение ниже уровня 96 тысяч вызвали большие ликвидации. Об этом я, кстати, говорил в нашем прошлом ролике. Но при этом в момент такого бычьего рынка, который происходит сейчас, коррекцию на 10 и 20% стоит рассматривать как обычное явление, ведь в прошлых циклах было точно так же. Но важный вопрос состоит в том, кто же продает. Перед началом ноября я говорил, что основными продавцами на рынке являются краткосрочные холдеры, которые держат монеты менее полугода. Исторически при использовании 30-дневной скользящей средней для краткосрочного коэффициента выходной прибыли, это показатель фиксации профита, было замечено, что во время бычьих трендов эта метрика имеет тенденцию достигать отметки 1.02, прежде чем происходит фиксация прибыли. И каждый раз, когда достигался этот уровень, цена биткоина испытывала откат или коррекцию. Во вторник показатель составил 1.01, что говорит о том, что краткосрочные инвесторы еще могут продавать, и цена биткоина может продолжить локальное снижение. И позже мы поговорим о том, где оно прекратится. Дополнительно в понедельник фирма Glassnode сообщила, что за последний месяц было продано 366
26 тысяч биткоинов. Это самый высокий уровень с апреля этого года. Фирма также подтвердила, что больше всего продавали те инвесторы, которые покупали биткоин в диапазоне от 74 до 99 тысяч. Тем не менее, долгосрочные инвесторы также продали 128 тысяч биткоинов в начале недели, что усилило давление на рынок. Плюс к этому спотовые ETF зафиксировали отток капитала на уровне 438 миллионов долларов. Но по факту ETF не оказывали негативного давления на биткоин, а наоборот поглотили 90% продаж холдеров. То есть, если подытожить, то мы получаем две основные причины падения, а именно ликвидация на фьючерсах и фиксация прибыли краткосрочных и частично долгосрочных холдеров. Какие же это перспективы нам дает? Но если честно, то все совершенно не так критично, как вы можете подумать. И я вам скажу больше, эта коррекция может сыграть биткоину на пользу и усилить его бычий тренд, особенно учитывая растущее кредитное плечо, которое используют трейдеры. Еще 12 ноября гендиректор Crypto.com Крис Маршелек предупредил, что крипторынку потребуется снижение задолженности, прежде чем биткоин сможет пробить уровень 100 тысяч. То есть в классическом сценарии рынок должны покинуть слабые руки, а это как раз таки происходит путем фиксации прибыли либо ликвидации лонгов, после чего рынок остывает, и те же краткосрочные инвесторы накапливают монеты по более высокой цене, чем до этого, и открывают новые лонги. Ведь с точки зрения блокчейна такие показатели цикла, как реализованная рыночная стоимость MVRV, а также чистая нереализованная прибыль и убыток, по-прежнему указывают на то, что биткоин находится в бычьем рынке с потенциалом роста. И как вы можете заметить, индикатор MVRV находится перед историческими максимальными уровнями 2018 и 2021 года, и это говорит о том, что новый максимум биткоина будет гораздо выше 100 тысяч долларов. Также, несмотря на откаты в начале недели, индекс страха и жадности все еще превышает значение 80, что указывает на крайнюю жадность, во время которой инвесторы готовы продолжать покупать, за счет чего вышеперечисленные причины падения не являются катастрофическими для рынка. При этом на основе этих показателей можно прогнозировать локальное движение биткоина, от которого по сути зависит весь рынок. Именно поэтому, как только индикатор продаж краткосрочных инвесторов дал сигнал на падение, его сразу же заметили аналитики нашей подписки Coin22 Pro, после чего все участники получили шорт-сделки и заработали на падении таких монет как Atom от 80% профита, на снижении Dogecoin от 70%, а также на многих других монетах, причем и на росте, и на падении, поскольку были опубликованы лучшие точки входа. И хочу сказать, что сейчас с нами зарабатывают не только опытные трейдеры, но и новички, потому что мы предоставляем пошаговое обучение, которое состоит из теории с информативными видеоуроками, а также полноценной практики, благодаря чему уже с первых дней вы будете открывать сделки своими руками под руководством экспертов. А чтобы не упускать прибыль во время обучения, мы для вас соберем индивидуальный спотовый портфель, тем более сейчас отличное время для накопления на просадке. Также всем участникам доступна поддержка 24/7, личные консультации по торговле, полное сопровождение и еще много других преимуществ, которые вы можете получить уже сегодня, став участником Pro. Ведь для этого нужно просто перейти и написать нам по ссылке в описании. С главными причинами, которые дампят рынок, мы разобрались, а что насчет стратегии DCA, о которой я говорил в начале? Давайте же ее подробно разберем. Как вы поняли, один парень в Твиттере выложил пост, где написал, что 8 лет подряд покупал биткоин на $30 каждый день, и потратив всего чуть больше 86 тысяч, он заработал $1 миллион. И ведь использовал стратегию DCA. Стратегия DCA состоит в том, чтобы регулярно покупать актив, независимо от его текущей цены. Такая методика используется не только на крипторынке, но и на акциях, драгоценных металлах или других ценных бумагах. Суть DCA – это регулярно вкладываться в актив одинаковыми суммами. Это позволяет усреднить цену покупки и уменьшить риски. Вот, например, у вас есть $1000, которые вы желаете инвестировать в криптовалюту. Вы можете сразу вложить всю сумму сразу. Однако тут есть проблема. Рынок крипты очень волатильный, и вы никогда не можете быть уверены в том, что покупаете по идеальной цене. Гораздо лучше разделить эту сумму на несколько транзакций и регулярно покупать. Вместо одной большой покупки удобнее инвестировать меньшими суммами, но постепенно. Например, вы можете покупать криптовалюту на $100 каждую неделю в течение 10 недель. По сути, это и есть стратегия DCA. Если вы давно смотрите наш канал, то вы наверняка знаете, что я придерживаюсь именно этой стратегии, особенно если это касается биткоина. Ведь начиная с 2018 года я продолжаю его регулярно покупать, независимо от его цены. Но, конечно же, стараюсь покупать на просадках, как, например, сейчас. И как показывает многолетняя практика, это лучшая долгосрочная стратегия, которая
идеально подходит для биткоина. А знаете, кто из больших игроков также использует стратегию DCA? Всеми известный Майкл Сейлор, который является самым большим китом на рынке. Причем пока сейчас все боятся, что биткоин обвалится, Сейлор покупает прямо по рынку. В понедельник он сообщил, что его компания MicroStrategia купила около 55,5 тысяч биткоинов за 5,4 миллиарда долларов в период с 18 по 24 ноября по средней цене 97 862 доллара за монету, а покупка была профинансирована за счет поступлений от недавних продаж акций и облигаций компании. Таким образом, последняя покупка увеличила общие активы MicroStrategia до колоссальных 386 700 биткоинов, которые были куплены за 21,9 миллиардов долларов или по средней цене в 56 760 долларов за монету. И это то, о чем я вам говорил. Сейлор регулярно покупает, и его средняя цена ниже уровня 60 тысяч. И я думаю, текущий откат Сейлор также не пропустит. И скоро компания выложит новый отчет, в котором нам сообщат о дополнительных покупках. Ведь на днях MicroStrategia описала использование собственной метрики эффективности доходности биткоина, которая измеряет процентные изменения соотношения запаса биткоина предполагаемым акциям в обращении. По состоянию на 24 ноября компания сообщила о доходности биткоина в размере 59,3%, что выше 35,2% в конце третьего квартала. Проще говоря, это показатель нацеленности компании на максимизацию акционерной стоимости посредством покупки биткоина и превращения биткоина в основной драйвер ее финансовой стратегии. И как вы можете заметить, на примере того же Сейлора, стратегия DCA работает идеально. Кстати, по такому же принципу работают многие инвесторы, и даже Уоррен Баффет покупает акции постепенно, чтобы сформировать лучшую цену покупки. Также, несмотря на отток из ETF в понедельник, BlackRock продавать биткоин не собирается, а наоборот его накапливает. Ведь, как вы видите, 25 числа они отправили в него 267 миллионов долларов, пока все продавали. А теперь как вы думаете, стали бы эти большие игроки тратить миллиарды долларов на такой актив, как биткоин, будучи неуверенными в его будущем росте? Я думаю, что, конечно же, нет. И об этом я говорю на протяжении всего года, почти в каждом нашем видео. Но если сегодня я сказал, что краткосрочные холдеры еще могут продавать, насколько низко может упасть цена биткоина в ближайшее время? Как мы видим, цена биткоина снизилась на 10% по сравнению с новым историческим максимумом. И многие аналитики ожидают, что биткоин достигнет своего дна в диапазоне от 85 до 90 тысяч долларов. Например, аналитик Альфа Биткоин написал, что цена биткоина может повторно протестировать минимум 12 ноября выше 85 тысяч, прежде чем возобновить борьбу за 100 тысяч. Однако он еще предположил возможность более глубокого падения до 80 тысяч, если поддержка на уровне 85 будет пробита. Тем не менее, аналитик по-прежнему положительно настроен относительно того, что биткоин достигнет отметки в 100 тысяч долларов в течение следующих нескольких дней. Ведь он написал: держу пари, что на этой неделе мы все равно преодолеем этот заветный рубеж 100 тысяч. Аналитик CryptoRover разделяет схожее настроение, заявляя, что у трейдеров биткоина возникнут проблемы, если биткоин потеряет поддержку. Также основатель MN Capital Михаэль Ван де Пон заявил, что по-прежнему ожидает, что биткоин превысит 100 тысяч в течение следующих 2 недель. Он написал: остается вопрос, насколько глубокой будет эта коррекция. Биткоин может опуститься до нижней границы диапазона 85-90 тысяч, что станет сладкой точкой для входа. Вероятно, оптимальная цена это 85-90 тысяч. Дополнительно популярный аналитик биткоина Rekt Capital заявил, что было бы вполне разумно, если бы цена упала до отметки около уровня 91 тысяча. С технической точки зрения, цена биткоина в настоящее время колеблется выше зоны поддержки между уровнем 90 и 92 тысячи. Потеря этой поддержки может привести к тому, что цена биткоина начнет собирать ликвидность со стороны спроса и снизится до 20-дневной EMI, которая сейчас составляет 89 270 долларов. 20-дневная EMI находится вблизи ключевой зоны поддержки биткоина между уровнем 89 620 долларов и 92 380 долларов. По данным Into the Block, в этом диапазоне 511 тысяч кошельков купили более 260 тысяч биткоинов. Другими словами, уровень 90 тысяч имеет шансы стать новым локальным минимальным уровнем перед следующим подъемом. И в целом это поддерживают и другие аналитики. Например, гендиректор 10x Research Маркус Тилен. И он заявил: биткоин консолидируется перед длинными выходными по случаю Дня Благодарения, поскольку трейдеры ожидают снижения волатильности. Несмотря на эти краткосрочные препятствия, мы по-прежнему уверены в том, что биткоин преодолеет отметку 100 тысяч в течение ближайших недель, что сохраняет оптимистичный прогноз на 2025 год. Также глава Bitcoin Markets Чарли Шерри сказал: падение до 92 600 долларов соответствует этому тренду, предполагая, что это может быть последним падением перед тем, как биткоин наконец-то пробьет 100 тысяч. Таким образом, мы должны понимать, что на рынке по-прежнему сохраняется положительный настрой, а это самое главное.
главное, ведь как я говорил, индикатор страха и жадности указывает на жадность, а это значит, что инвесторы будут покупать биткоин и другие монеты. Поэтому, отвечая на вопрос, стоит ли сейчас накапливать биткоин, я с полной уверенностью отвечу да, особенно если вы долгосрочный холдер. С альтами история немного другая, ведь они, как правило, проседают больше, чем биткоин, но в более широких диапазонах они всегда следуют за ценой биткоина. Таким образом, если биткоин будет расти, то альты будут в безопасности. В этом случае рекомендую вам присмотреться к тем токенам, которые я как раз таки советовал покупать на откате в прошлом ролике, как, например, SUI, который после тестирования уровня $3 вырос почти на 20%. Ну а более подробный и большой топ альтов на декабрь мы выпустим немного позже, а чтобы ускорить его выход, обязательно ставьте лайки. Также не забывайте подписываться на Telegram, где вся информация публикуется заранее, жмите колокольчик, чтобы первыми смотреть новые ролики, а в комментариях задавайте ваши вопросы, ведь мы стараемся отвечать каждому. Ну а вам спасибо за просмотр, желаю всем побольше прибыльных сделок и активного роста рынка. Всем удачи, до скорых встреч!